Девы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня мы с вами будем разбирать очень глубокую тему, а именно карма вашего воплощения, именно текущего воплощения. Что такое карма? Карма переводится как действие. То есть, иными словами, это закон причинно-следственных связей. То есть наши поступки, наши действия приводят к обратному результату. То есть то, что мы даем во Вселенную, в энергию, в социум, то мы получаем обратно. Поэтому здесь не зря вы, наверное, слышали такое понятие, как наработанная карма, карма прошлых воплощений, текущих. Так вот, наша задача проработать негативные аспекты прошлых воплощений в текущем, да, так сказать, очистить, обелить свою карму и заработать себе благодатную карму для последующих реинкарнаций. Но основная задача — это сделать так, чтобы текущее воплощение вы прожили максимально комфортно и счастливо. И сейчас мы с вами будем разбирать все аспекты, которые вам помогут достичь таких высот. Итак, девы, вам соответствует аркан Таро «Отшельник» или аркан, который отвечает за 9 месяц, сентябрь. Понятно, что цикл рождения дев, он начинается в августе, но, скажем так, основной костяк, центральная часть — это все-таки сентябрь месяц. И если мы будем смотреть непосредственно ваш знак зодиака, он у нас отвечает за 6-й дом, за дом работы, за дом здоровья. Мы, конечно же, к этому перейдем чуть-чуть позже. Сначала озвучим все нюансы, все кармические задачи, которые прописаны вам на это воплощение. Итак, для всех представителей знака зодиака Девы вы должны понять, что в этом воплощении ваш незаурядный ум, он дает вам возможность максимально использовать существующие возможности. То есть первое, вместо того, чтобы жаловаться на жизнь, вы должны постепенно прийти к пониманию мудрости Вселенной. То есть могу сказать так, вот вы сейчас, может, кто-то будете обижаться, но вместо там нытья, жалобы и попытки сравнить, у кого там трава зеленее, что у соседа что-то лучше, у вас хуже, вам полностью нужно отказаться от этой идеи, от этой концепции. И удивительно, но у вас есть, знаете, какая такая уникальная возможность — это перфекционизм, потому что его родственные сестры мелочность и придирчивость вы можете использовать себе во благо. Девы, вам нет равных в чистоте, в порядке, в трудолюбии, в усердии. Но вы должны использовать свои аналитические способности только для того, чтобы вот эти вот недостатки искать не в других людях, не в бытовых каких-то особенностях, а там где-то действительно нужно. То есть это может быть аудит, это может быть оценка. То есть вот это вот свой перфекционизм и стремление попытаться реализовать в профессиональной нише, в профессиональной сфере и не перекладывать ее на вопросы бытовой и личной жизни. Помимо всего прочего, перестаньте слишком критично относиться к себе. Ну и в частности к жизни в целом, потому что тем самым вы обкрадываете сами себя. И в этом случае, если вы так себя ведете, занимаетесь самоанализом, постоянно докапываетесь, постоянно будете придирчивы к себе и к окружающим, тем самым вы можете превратить свою судьбу в трудное испытание. И вот это вас должно многому научить и озарить в какой-то степени, потому что секрет счастья для дев, он заключается в том, чтобы использовать свой перфекционизм для поиска совершенства в нашем мире. То есть делать максимально качественный продукт, предоставлять наилучшие услуги, наилучший сервис. То есть вот этот перфекционизм, он должен выражаться в желании дарить лучшее благо миру, окружению и социуму. И ключ к счастью для дев, он не в том, чтобы много работать, и даже не в том, чтобы любить свою работу, как это ни странно, да, потому что мы трубим на всех углах, в особенности для других знаков зодиака, что им, чтобы реализоваться, нужно любить свою работу. У вас, чтобы добиться результатов в своей нише, нужно стремиться не зарабатывать как можно больше, забывая обо всем и нарабатывая при этом негативную карму, а стремиться к совершенству.
Ну, то есть, как я уже говорила, давать совершенный продукт, давать идеальное качество услуги, давать идеальный какой-то товар. Вот тогда, то есть, когда вы вкладываете душу, вкладываете тело в получение результата, а не просто с целью наживы и заработка, больше, сильнее, выше и быстрее, вот когда вы это делаете через духовность, деньги приходят к вам сами. И вам не приходится тогда потеть в поте лица и работать 24/7, потому что материальный достаток вас будет искать сам. Вам нужно, помимо всего прочего, понимать, что каждый человек имеет право на собственные ошибки, имеет право учиться на них. И вот такие качества, как раздражительность, чувство обиды, неуверенности в себе, нетерпимости, вот это все признаки того, когда вы сбиваетесь с верного пути в жизни. Когда вы спокойно, с любовью наблюдаете за действиями других, вы соединяетесь с той частью своей души, которая знает, как можно добиться лучших результатов вам в любом деле. Почему? Потому что люди, которые рождены под знаком зодиака Дева, они должны принять, что уже все в этом мире совершенно, вы должны это признать, ну и максимум как бы улучшить, но не придираться к кому-то. Потому что ваша задача — это принимать все, что происходит, ну, в какой-то степени как должное. У вас незаурядный ум, поэтому вам нужно развивать этот навык. Для вас, опять же, ниша интеллектуального труда просто превосходна, то есть реализоваться в этой нише. И здесь, помимо всего прочего, вам нужно понять и осознать, что вам нельзя излишне принимать на себя ответственность за других людей, за их жизнь, за их позицию. Потому что когда вы переживаете за другого человека и стараетесь ему помочь любой ценой, вы теряете себя. Вы теряете свое счастье, свою гармонию, свою какую-то концепцию в жизни, потому что вы забываете, что у каждого человека своя судьба, свои кармические задачи. Вы можете, знаете, как говорю, спасение утопающего — дело рук самого утопающего. Вы можете человеку помочь, если он сам этого хочет или сам вас об этом просит. Но у вас есть такая, знаете, тирада по жизни спасителя: я всех спасу, я всем помогу. Вот про это забудьте. Потому что, стараясь решить проблемы других людей, вы тратите на это массу времени и энергии, вы вмешиваетесь в ход судьбы другого человека, и в результате вы сами остаетесь без ресурсов, обессиленными, измотанными, больными, потому что вы растрачиваете свои силы вместо того, чтобы использовать эти бесконечные запасы божественной энергии. Поэтому вы должны успокоиться, позволить в этом Вселенной, в этом мире череде событий идти так, как оно должно быть, и научиться не вмешиваться в естественный ход событий. Я понимаю, что крайне сложно, особенно, допустим, если касается это близких людей, и кто-то, не дай бог, из близких пошел по наклонной, и вам хочется оказать содействие, протянуть руку помощи. Вы можете это сделать, если человек действительно вас об этом просит, сам осознает свои ошибки, потери и тут действительно просит вашего содействия. Но если вас об этом не просили, знаете как, не причиняйте добро насильно. Вот это ваш девиз, вот просто пропишите себе его где угодно. Не причиняйте добро насильно. Вы должны помогать только тем, кто в этом нуждается, кто вас об этом просит. Нельзя, к сожалению, помогать абсолютно всем без разбора, без понимания, потому что ваши затраты, ваши энергоресурсы, они не будут оценены по достоинству, они будут идти в холостую. И в своем стремлении идеально устроить свою жизнь вы должны не забывать самое важное. Акцент на себе, на любимом деле, на совершенстве самих себя, стать лучшей версией самих себя. Не совершенствовать кого-то, там, маму, вторую половину, ваших детей, социум, коллег на работе, а себя. Вот тогда у вас в жизни все будет получаться. Помимо всего прочего, еще раз делаю акцент. Вы должны понимать, что любой человек в вашем окружении имеет право на собственные ошибки и должен учиться на своих ошибках. И на это может потребоваться гораздо больше времени, чем вам кажется изначально.
И вместо того, чтобы навязывать свою помощь, свои советы, проталкивать свои идеи, чтобы до них быстрее дошло, отойдите в сторону. Возможно, если человек быстрее обожжется, то до него быстрее дойдет. Потому что вот эта вот позиция, повторюсь, вы как вселенский спасатель, помочь всем, потому что у вас слишком много мудрости, у вас не зря вашим сигнификатором. Что такое сигнификатор? То есть это аркан, карта, ситуация, можно сказать как угодно, которая полностью идентифицирует или обозначает вас. То есть у вас настолько много вселенской мудрости, что вы хотите со всеми ею поделиться, открыть эти знания, открыть этот цвет. Но поверьте, не все люди находятся на вашем уровне развития, ваших энерговибраций. Не все могут эту помощь понять, воспринять, осознать. И не всем это, к сожалению, нужно. Поэтому берегите свои знания и свой внутренний свет для тех, кому это необходимо. Ну и помимо всего прочего, если вы начинаете думать, что окружающие не соответствуют вашим высоким требованиям, вы начинаете себя плохо чувствовать. Такие эмоции — сигнал того, что вы находитесь под влиянием низких вибраций, низшей природы. Здесь рекомендую вам следовать такой концепции жизни. Людей проще сменить, нежели изменить их. Понятно, что мы не можем отказаться от братьев, сестер, от наших родителей, но если это касается вашего социума и окружения, будь то ваши друзья, возможно, не знаю, коллеги, работодатель, то есть то, на что вы можете повлиять, не старайтесь менять людей, старайтесь изменить ситуацию, среду там, где вы находитесь, и подбирать ее под себя. И вот когда вы спокойно, как я говорю, с любовью будете со стороны наблюдать за действиями других, вот тогда вы соединяетесь со своим вторым «я», которое вам поможет и подскажет, как добиться лучших результатов в любом деле. Ну, давайте смотреть и анализировать ваши кармические узлы по всем домам, смотреть, на что вам нужно обратить внимание и как проработать те либо иные аспекты. Итак, первый дом. По первому дому у вас ложится король жезлов, прекрасный аркан. Итак, за что отвечает у нас первый дом? Для тех, кто не знает. Первый дом — это у нас наша внешность, это внешний облик, наша конституция, манеры, темперамент. Это наш характер, наш тип самовыражения и восприятия себя. Поэтому король жезлов показывает, что у вас все в порядке с самооценкой, самоидентификацией, с тем, как вы выражаете себя, как вы себя воспринимаете. То есть у вас объективная картина восприятия, и с этим никаких проблем нет. Более того, вы понимаете, что внешний облик, он показывает как ваше внутреннее «я», поэтому вы за этим следите, для вас эта ситуация значима, знакова, и внешность для вас играет не последний фактор. Но, повторюсь, здесь у вас с этим проблем нет. Анализируем с вами второй дом. Что здесь по второму дому? И второй дом у вас здесь ложится императрица. Шикарная карта, но есть одно но. И сейчас я это озвучу. Поскольку второй дом у нас отвечает за наше имущество, доходы, а также за виды трат. Потому что, по сути, это как материальные ресурсы, которыми мы обладаем со времени своего рождения, то есть через родителей, да, вопросы наследования. А также это те, которые мы сознательно приобретаем в течение нашей жизни. То есть это наши финансовые перспективы, это ресурсы, это благосостояние, наличные деньги, то, как мы зарабатываем, как мы тратим. Так вот, императрица... Ну, во-первых, она показывает, что деньги к вам приходят. Приходят, пусть через тяжелый труд, но в достаточном количестве. Тут, знаете, как прямо пропорционально. Вот сколько вложили, столько получили. Но императрица, поскольку это карта роскоши, величия, благосостояния, достатка, то, как у большинства земных знаков, то есть и Козерог, и Телец, вы зациклены на материальном. Это не есть хорошо, это не есть плохо, просто здесь идет акцент и привязанность к материальным вещам, ресурсам, для того, чтобы создать максимально комфортные условия жизни себе, своим семьям. То есть ничего плохого или постыдного в этом нет. Но излишняя погоня за материальными ценностями, допустим, без отсутствия духовного, вот то, о чем я вам говорила, допустим, утрированно, вы продаете какой-то продукт.
Вы не заботитесь о том, как он упакован, как получит, допустим, его ваш конечный потребитель, будет ли он доволен упаковкой. Вроде бы мелочь, да, но тем не менее приятно. И если вы будете повышать качество сервиса и ваших услуг, ну это образно, я вам на таком примере объясняю, то вы даже не представляете, с какой душой и любовью к вам будут тянуться люди, ваше окружение, как вырастет ваша клиентская база. Потому что, смотрите, 5 чаш, 2 мечей и 6 пентаклей. Здесь основной акцент — это нацеленность на результат, на заработок. И неважно, какими путями. 5 чаш вас вообще, по сути, ну, в большинстве своем не волнует, как бы, ну, не то, что совсем не волнует взаимодействие с конечным потребителем, но вы не акцентированы на установлении с ним близких или доверительных связей. Это говорит о том, что вы там можете редко проводить, допустим, какое-то взаимодействие, поддерживать коллег там, или в чем-то пытаться выстроить нормальные взаимоотношения с руководством. Потому что вы из серии дружба, дружба, служба, служба, это все прекрасно, но у вас иногда не хватает вот этой вот добросердечности, какой-то искренности. И как следствие это может негативно влиять на вопросы заработка. Так или иначе. Ну, то есть вам, если это касается сотрудников по найму, помимо просто работы и желания, там, не знаю, идти по трупам, по головам, все-таки нужно выстраивать какие-то добросердечные, добропорядочные взаимоотношения с коллегами. Никто не говорит, что надо с ними лобызаться в десна. Нет. Но, тем не менее, как-то в чем-то быть лояльным, в чем-то помочь, в чем-то бескорыстно подсказать, поддержать. То есть вот о таком контексте здесь идет речь. Смотрим с вами 3-й дом. О чем здесь говорят арканы? О чем здесь говорят арканы? Итак, 3-й дом. У вас здесь ложится 2 мечей. Вот здесь есть некая сложность. Поскольку у нас 3-й дом — это точка коммуникации, и он у нас отвечает за взаимоотношения человека с окружающими. То есть это родные, соседи, это близкие родственники. То есть это круг повседневного общения. Помимо всего прочего, это проявление высшей нервной деятельности человека, то есть тип восприятия, круг интересов. Это вопросы также прокачки вашего интеллекта, это вопросы начального, среднего образования, дополнительных ресурсов прокачки вашего интеллекта, будь то курсы, мастер-классы, семинары, вебинары и прочее. 2 мечей говорит о том, что вы все равно стараетесь как быть в закрытом мире. У вас, конечно, есть круг общения, но он минимален. Это не хорошо или не, это и неплохо, потому что, повторюсь, вашим сигнификатором является аркан-отшельник. То есть это быть в своем мире, не допускать туда посторонних людей. Но излишняя закрытость может вызывать восприятие вас в социуме как человека, к которому относятся с недоверием или насторожно, или человек, который многое скрывает. Поэтому это может вам мешать именно в плане продвижения по карьерной лестнице. Я сейчас даже посмотрю, проанализируем, как вам проработать эту ситуацию. Что здесь? Маг, сила и 2 чаш. По этим картам это идти первыми на контакт. Это делиться своей экспертностью, опытом, навыками, знаний. И если вас просят о помощи, то подсказать, искренне помочь, поддержать, направить. То есть не быть там горделиво, да, по принципу, там эти знания или этот опыт доступен только мне. А действительно постараться человека направить, помочь и быть экспертом в той нише, в которой вы раскрываете свой потенциал. Но при этом, повторюсь, идти на контакт, идти на кооперацию, в чем-то проявлять инициативу. Видите? Может быть, там какой-то проект взять под свое крыло и вести. То есть не бояться курировать, скажем, какие-то масштабные вещи. И тогда у вас все будет получаться. Тем более у вас здесь, это вам подвластно, вам это по плечу. Посмотрим с вами, как у вас карма будет проходить по 4-му дому. Что здесь? Здесь, как мы видим, 4 мечей. О чем говорит этот аркан? Поскольку у нас 4-й дом — это точка происхождения, то есть, по сути, это фундамент, на который вы опираетесь с самого рождения. Это семейные корни, это родительский дом, это собственный дом, это недвижимость, родина, это взаимодействие с отцом, матерью. Вот эта 4 мечей, она может указывать на ряд факторов. Значит, первое.
У кого-то это может быть обрыв взаимоотношений с отцом, матерью, с братьями, сестрами, то есть можете перестать коммуницировать и общаться по ряду причин. Для некоторых из вас по 4 мечей это как съехать с того места, там, где вы родились, потому что это, знаете, как поставить точку в месте рождения, переезд. И у некоторых по 4 мечей это, как правило, жить на территории партнера или партнерши, то есть, скажем так, в его недвижимости, в его жилье. По крайней мере, изначально это факт. Или многие из вас могут предпочитать по жизни в большей степени арендовать жилье, а деньги инвестировать в какие-то бизнес-процессы или во что-то иное вкладывать, инвестировать. Поэтому вот этот аркан тут не является какой-то проблемой, это просто как указание на отношение к жизни, на способ мышления. То есть и еще, поскольку здесь ложится 4 мечей, у некоторых из вас это может идти приобретение недвижимости, но с целью заработка. То есть вы можете сдавать в аренду и на этом зарабатывать. То есть как пассивный источник дохода. Анализируем с вами 5-й дом. О чем здесь идет речь? По 5-му дому у вас ложится королева пентаклей. Для женщин, для девушек это, безусловно, вы сами. Для мужчин это женская энергия. Сейчас объясню, о чем здесь идет речь. Итак, поскольку у нас 5-й дом это точка развлечений, то есть это дети, искусство, это разного рода удовольствия, это наши прихоти. Это сама по себе ситуация, когда вы чем-то увлечены, потому что 5-й дом отвечает за развлечения, игры, за творчество, искусство, успех, славу, за любовные связи, то есть это отношения любовников, любовниц. Так вот, о чем здесь говорит королева монет? Для девушек и женщин это в первую очередь баловать себя, вкладывать в себя в любимую. Для вас это и отдых, и развлечение, и удовольствие, и хобби. Опять же, если это отдых, он должен быть качественным, дорогостоящим, знаете, таким ощутимым, чтобы было можно пощупать, потрогать, и вы действительно ловили кайф от окружающей вас обстановки. В основном это касается вопросов антиквариата, винтажа, вот этого все, потому что вы от этого кайфуете, вы этим наполняетесь, вы этим живете. Для мужчин эта позиция «ты организуй, я все приду», потому что здесь четко напитываться от женской энергетики. Да, вы можете профинансировать отдых, не знаю, досуг и прочее, но все-таки вы ждете здесь того факта, чтобы это все структурировала и организовала ваша вторая половина. Вот об этом здесь говорят арканы. Так, опять же, здесь это не является у вас проблемой. Смотрим 6-й дом, ваш дом, за который вы непосредственно отвечаете. Что у вас здесь? И у вас здесь ложится рыцарь монет. Рыцарь Пентаклей. Здесь все стабильно, поскольку у нас 6-й дом это точка силы, и он у нас отвечает за службу, за повседневные заботы, обязанности, за взаимоотношения с подчиненными, с руководством, за заботу о здоровье, потому что это и самочувствие, и болезни, и лечение, а также взаимодействие с домашними животными. По рыцарю Пентаклей это нести ответственность. Долго, стабильно. То есть если это же домашние животные, то есть питомцы, которые с вами будут до конца своих дней, в которых вы будете вкладываться, холить, лелеять. Если это касается работы, работа, которая может быть в чем-то скучной и рутинной, но вы должны понимать, что если вы через нее самосовершенствуетесь, раскрываетесь, оттачиваете какие-то навыки, она для вас будет стабильной, то вы здесь можете сделать стабильную карьеру, получить хороший доход. Единственное, о чем говорит этот аркан, это может быть какое-то халатное отношение к здоровью, потому что вы уже занимаетесь им тогда, когда, по сути, уже как бы поздновато. Потому что рыцарь Пентаклей – это перевести какие-то заболевания в хроническую форму. И здесь, что и даже отшельник сам по себе аркан с точки зрения здоровья, это аркан каких-либо хронических заболеваний. Здесь должна быть своевременная диагностика, то есть чекап-лист. Я понимаю, что все это время, все это ресурсы, но возьмите себе за основу. Хотя бы раз в год, в полтора вы проходите, сдаете какие-то базовые анализы, или если у вас есть хронические заболевания, проходите доп. Обследование, чтобы следить, контролировать за обстановкой и, так сказать, держать руку на пульсе, не допустить усугубления ситуации. Вот это плюс исполнение протокола лечения, который вам прописывают врачи, избавит вас от ненужной головной боли и осложненных ситуаций.
Смотрим с вами 7-й дом. О чем здесь идет речь по 7-му дому? 7-й дом у вас здесь ложится король мечей. А вот здесь могу сказать так. Это аркан, который указывает на некое дистанцирование, холодность, вашу придирчивость. Но это вот связано с вашей... Господи, хотел сказать быстро это слово, но с вашей педантичностью, с вашей вот это желанием, стремлением достичь большего. Потому что вот этот вот ваш перфекционизм, он может негативно сказываться на ваших отношениях. Потому что король мечей — это могут быть затаенные обиды, это может быть холод в союзе. Контролировать вы всегда себя не в силах, да, но это может негативным образом сказываться на отношениях. Король мечей — это когда вы своими действиями или поступками можете здесь убивать чувства вашего партнера или партнерши, потому что даже вот здесь колоды повешенный, человек, находящийся рядом с вами, может быть как жертва ситуации, жертва обстоятельств, которые под вас подстраиваются, а потом может плюнуть, ему это надоест. Я понимаю, что это сложный процесс, и что сложно всю эту ситуацию прорабатывать, но давайте даже с вами дотянем и посмотрим, каким образом вам это сделать. Так, сейчас туз монет, тройка жезлов и 8 чаш. Во-первых, как показывают арканы, здесь стараться задаривать вашего партнера или партнерши, дарить радость, дарить, опять же, финансовую помощь, поддержку или элементарно материальные подарки. И по этим картам не срывать свои негативные эмоции, не сливать на вашего партнера или партнершу. Никто не спорит, что хочется поделиться, в чем-то высказаться, но не имейте привычки ныть и обвинять, допустим, всех вокруг и вся, потому что тройка жезлов, 8 чаш — это позиционировать негатив на социум, который вас окружает. Вот это нужно проработать и постараться от этого избавиться. Анализируем с вами 8-й дом. О чем здесь идет речь, какова здесь ситуация. Итак, 8-й дом. По 8-му дому у вас ложится аркан мир. Что такое 8-й дом? 8-й дом — это называется, смотрите, тем более у вас как ярко выражена линия 2-го, 8-го дома. Здесь императрица, здесь мир. 8-й дом — это у нас дом чужих денег. Почему? Потому что это, в принципе, называют дом точкой жизни и смерти. Он отвечает за материальные ценности и финансовые дела вашего брачного или делового партнера. Это общие капиталы, это наследство, это страховки, это завещания, это нотариальные дела, это вопросы преобразования и продолжительности жизни. Это вопросы тайн, секса, оккультных способностей. Так вот, у вас по аркану мир, особенно я анализирую у вас 2-й, 8-й дом, это деньги, которые приходят к вам в жизнь через партнеров. Через партнера, партнершу, в первую очередь, конечно, по браку. То есть за их счет взойти на Олимп, обогащаться, быть в ресурсе. Или они просто настолько дадут вам энергетическую подпитку, что вы будете развиваться и достигнете немалых высот. И второй момент – это бизнес-партнеры, да, через которые вы получаете эти ресурсы и эти возможности. С точки зрения оккультизма, здесь больше вопросы психологии, гипноза, гипнотерапии, то есть погружение в какие-то прошлые жизни, поиск ответа на ваши вопросы. И вот здесь очень важно. Если мы будем смотреть вопросы продолжительности жизни, вам категорически нельзя иметь зависимость от чего-либо. В частности, от каких-то психотропных препаратов, которые вас вводят в измененное состояние. Будь то алкоголь, будь то наркотики. Почему? Потому что вот здесь по этому аркану могу сказать, это вопрос, знаете, когда не подрасчитали. И за счет этой передозировки ушли в мир иной. Поэтому вот с этими привязанностями вам нужно быть крайне осторожны. Никто не говорит, что вам там нельзя пригубить бокал вина под хорошее, там, не знаю, во время хорошего ужина, в компании друзей. Но еще раз говорю, вот здесь следите, чтобы это не произошло в какие-то зависимости. Это очень важно. Дальше. Смотрим с вами 9-й дом. О чем здесь идет речь? По 9-му дому у вас здесь ложится 4 жезлов. Сейчас буду объяснять, о чем здесь идет речь. Поскольку у нас 9-й дом – это точка духа, дом нашей интеллектуальной жизни, религии, путешествий, особенно дальних переездов, иммиграций, изменений мировоззрения, философских убеждений,
вопроса высшего образования, роста вашего авторитета, то по 4 жезлов здесь все стабильно. Могу сказать, вы в течение жизни крайне редко меняете свои убеждения, свою философию, свои жизненные и моральные принципы или веру. Да, вы с удовольствием можете изучать культуру, религии, нормы других народов, но это больше, знаете, с целью духовного обогащения. Опять же, по 4 жезлов это все в дом, все в семью, в копилку. То есть это получение дополнительных образований, которые поспособствуют увеличению дохода и вашего заработка. Но и некоторые из вас, поскольку 9 дом это дом за границей, дом иммиграций, не у всех, но тем не менее у большинства в течение жизни может быть переезд, иммиграция и становление себя в другом месте. Но, тем не менее, смотрите, здесь все стабильно, этот дом не является для вас проблемным. Анализируем 10 дом, и здесь у нас ложится рыцарь жезлов. Опять же, благодаря вашему трудолюбию, вашей позиции, это все по плечу. Это, как правило, ситуация прорыва. Почему? Потому что 10 дом – точка цели. Вот если вы не распыляете свою энергию на что попало, то есть там себя попробовали, сям, здесь, то есть скачете, да, и не можете найти нигде какого-то толку, вот тогда не будет никакой реализации. А вот если вы определились с нишей и прикладываете максимум усилий для профессионального роста, для социального успеха, для развития вашей карьеры, то здесь будут у вас шикарные результаты. Поскольку 10 дом отвечает за род занятий, профессиональные достижения, социальный статус, успех, репутацию, награды, то здесь благодаря своему трудолюбию это добиться максимума. Но повторюсь, трудолюбию, потому что рыцарь жезлов – это вся энергия, которую вы вкладываете в развитие. Просто лежа на диване здесь ничего не получится. Здесь вот вам нужно пахать. И вот ваш перфекционизм, вашу педантичность вкладывать непосредственно в вашу работу. Анализируем с вами 11 дом. О чем здесь идет речь? По 11 дому. 11 дом, 5 жезлов. Итак, 11 дом это у нас точка социальности, поскольку он отвечает у нас за друзей, единомышленников, спонсоров, меценатов, покровителей, за то, что вам благоволят высшие эшелоны власти, что вы можете быть чьим-то фаворитом. И это, в принципе, дом осуществления надежд, исполнения мечты, идеала, плана. Это дом благотворительности. Так вот, 5 жезлов, она указывает на то, что все в жизни вам дается сложным трудом. И это нужно выгрызть в борьбе. В борьбе за ситуацию, когда вам благоволят, когда вас поддерживают, вам помогают, когда в вас вкладывают, то есть могут проинвестировать в какой-то проект. Опять же, бороться за мечту, бороться за идею. То есть ваша жизнь – это борьба. И я понимаю, что это сложно, но это духовный путь, это карма этого воплощения. Если вы это осознаете и примете к сведению, и будете действительно трудиться на благо себя, своей семьи, вы достигнете того уровня качества жизни, который вам позволит через некий период времени расслабиться, жить в довольстве, жить в кайф. Но это не значит, что вы полностью бросите работу или отойдете от дел. Просто у вас будет, допустим, больше времени на себя, на семью, вы сможете делегировать кому-то свои задачи, полномочия и больше посвящать время себе. И смотрим с вами 12 дом. Какова здесь ситуация? По 12 дому у вас ложится 5 пентаклей. Кстати, у вас очень схожая ситуация, по-моему, если не ошибаюсь, у львов такая. Что такое 12 дом? 12 дом – это точка одиночества, аркан-отшельник. И по 12 дому у нас проходят монастыри, больницы, клиники, санатории, дома отдыха, приюты, работа в тюрьмах, работа в целом каких-то закрытых учреждениях, секретных организациях. Потому что у нас 12 дом отвечает за тайны, глубину, память, уединение. Это все, что связано со страхами, с тайными связями, тайными врагами или скрытыми болезнями. Потому что это и есть дом кармы. Это дом оккультных занятий. Так вот, о чем здесь говорит 5 монет. Во-первых, многие из вас будут искать просветление и духовности через эзотерические практики. Никто не говорит, что вы можете практиковать их в массы, но вам это необходимо в первую очередь для себя, для поисков ответов на свои вопросы. Это первое. Второе.
если смотреть, то вам нужно больше времени для уединения, для изоляции с целью восстановления ваших сил и ваших ресурсов. И в идеале, повторюсь, там каждый, допустим, год-полтора проходить там восстановление, санаторно-курортное лечение, то есть то, что вас восполняет. Опять же, для многих это миссия — работать, помогать тем, кто находится в сложной, в критической ситуации, то есть больницы, приюты, может быть, даже работа в тюрьмах, потому что 5 пентаклей — точка кризиса. То есть работа в таких локациях, она позволит вам выполнять кармическую миссию или задачу. Но самая главная концепция по 5 монет — это оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, и вас об этом просит. Потому что вспомните прорисовку 5 пентаклей в классической колоде. Там нищие стоят возле церкви с протянутой рукой. Они просят о помощи, они заявляют об этом. Вот, не оскуднеет рука дающего, да, дальше по 6 пентаклей. Вот поэтому по 5 монет, кто просит вас о помощи, вот только тем вы помогаете, даете ресурс. Посмотрим все-таки, как вам проработать этот дом и эту задачу. Королева мечей, повешенный и король пентаклей. Ну, здесь еще королева пентаклей. Почти все ваши карты вышли. Королева мечей — это критично оценивать ситуацию, аналитично, с холодным рассудком. Повешенный — это философски ко всему относиться, это иметь нестандартный взгляд на вещи, на происходящее. Это духовный личностный рост и путь развития через помощь и вашу благотворительность. В первую очередь финансовыми ресурсами. Поэтому вот так. Что ж, мои хорошие девы, я искренне верю в то, что эта информация будет вам во благо, и что эти рекомендации Таро вы будете использовать в вашей жизни для того, чтобы изменить ее качество в лучшую сторону, чтобы поменять свою жизнь на 180 градусов и наконец-то почувствовать вкус жизни для тех, кто, допустим, этого еще не ощутил. Анализируйте, думайте, применяйте рекомендации на практике, и вы все-таки увидите этот проблеск, вы увидите, как ваша жизнь будет структурно меняться. Меняться, безусловно, в лучшую сторону. Я благодарю вас за то, что вы остаетесь со мной, за ваш энергообмен, за ваши лайки, комментарии, донаты, за ваши подписки. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь, и вы будете в курсе всех видео, которые для вас будут путем просветления.